Да, я думаю, что это видео надо назвать «Мой адрес Советский Союз». Возможно, получится 2 части. Вы слышите грохот, где-то у нас ПВО работает. Сидишь, тишина такая, и слышишь тук, упал персик. Идешь и смотришь, в этом клевере лежит персик. Вот так он падает, вот так надламывается чуть-чуть. И ты просто берешь этот аромат, этот сок. Это просто не пересказать. Ой. Это просто, это очень вкусно. Вы знаете, кто-то сказал такую мысль. Если вы хотите узнать, есть ли у вас сила воли, попробуйте съесть только одну семечку. Вчера коптил уточку, обрезки, там попка, все такое там копченое. Соньке отдали. Грызет с таким аппетитом. Да, друзья, у нас сегодня прекраснейшая погода, 12 марта. Если в кадр входит немножко снежочек, еще здесь лежит. Но, в принципе, вся неделя у нас наконец-то будет плюсовая. Вот до 10, там, до 11 градусов. В следующее воскресенье будет. Это просто замечательно. То есть, наконец-то пришла весна. И весна победила зиму. Как это прекрасно. Друзья, вы просили рассказать, как я приехал в Воркуту. Вообще, в принципе, у меня такая богатая жизнь на события, на переезды. И, знаете, везде хорошо. И в каком месте ты бы ни жил, есть что-то хорошее, есть что-то, что вспомнить приятно. И, как правило, это хорошие люди. Хорошие люди есть везде. Вы знаете, даже просто вот сидишь спокойно, тишина, весна. Да, иногда у нас, кстати, разрывается где-то там то ли снаряды, то ли грохочет там ПВО, что-то сегодня у нас вот шумно, да. Но я думаю, что НАТО не оставит в покое нас до выборов, и это не прекратится. То есть им же нужно каким-то образом помешать нам, и чтобы рейтинг президента упал и так далее. То есть я понимаю, что это все, ну, это естественно, это все понимают. Вот, конечно, друзья, в других регионах, где-то подальше, люди практически не думают о том, что делается здесь. Вот. Ну, я имею в виду не здесь, конкретно, а вот у нас тут рядом, под боком, на Украине. И если вы живете дальше, то у вас все тихо. Я вот со своим дядей разговаривал, он живет в Кемерово. И там совсем другая обстановка, спокойно, тихо все. Но мы приехали сюда, мы проходим этот путь, его нужно пройти, нужно это все пережить. Мы на своем месте. Вот. Ну а когда-то, в далекое советское прошлое, мы приехали в город Воркуту. Меня привезли родители туда, забрали из школы, мы поехали. Прилетели в Воркуту на самолете. Знаете, недавно смотрел аэропорт, он все тот же. Даже тот же памятник там стоит. Приятно видеть места, в которых ты давно не был. Приятно вспоминать о них. Везде есть что-то хорошее, что-то доброе, можно вспомнить. Где-то, может быть, больше хорошего, где-то меньше хорошего. Это жизнь. Но Воркуту я всегда вспоминаю с очень теплыми такими чувствами. С очень теплыми. В общем, прилетели в аэропорт. Садимся, ждала нас машина, хлебовозка. Хлебовозка, у которой, вы знаете, да, как черный воронок, там, у которой там вверху только окошки. Сели в эту хлебовозку, внутри холодно, конечно же, какое там отопление, ничего, нас телепало туда-сюда. Пока мы приехали, поселились мы на поселке Рудник. Рудник сегодня, по-моему, он вымер практически весь. По-моему, он не жилой сегодня, этот поселок. Именно с него начиналась Воркута. Именно с этого поселка, да, очень такая есть трагичная история у него, да. Туда присылали заключенных, все такое. Ну, тогда, когда я туда приехал, мне было 10 лет, об этом ни о чем я не думал. Я просто приехал в новое место. И вот когда открылись двери этой хлебовозки, шофер нас открыл. Мы ехали с какими-то пожитками небольшими. Контейнер пришел позже из Караганды. И первое, что я увидел, первые мои впечатления, вот мы
Я вылез из машины и смотрю, все белое. Просто вокруг вот все, что видно, все белое. Все было абсолютно белым-бело. Не было домов, деревьев, никаких сооружений. То есть я не увидел. То есть там, где вот наш барак стоял, а мы поселились в бараке, я ничего не видел. Ну, то есть бараков вообще не было. И я спрашиваю такой детский вопрос: а где мы будем жить? А сейчас мы тебе покажем, сейчас вот увидишь, все, идем, сейчас интересно такое увидишь. И мы идем просто по снегу, полярный день, он длится там что-то порядка получаса, часа. Раньше так было, не знаю, как сейчас, может быть, что-то изменилось, я знаю, что климат изменился, но полярный день был таким, очень коротенький такой, уже начало смеркаться, это может быть час ночи, час дня был. Ну что, мы как бы идем, подходим к какой-то большой норе. Спускаемся в нее, пригнулись так и потихоньку идем. Какой-то очень непонятно, куда мы идем, вообще под землю куда-то. То есть вообще я не понимал, я этого не мог себе представить, где мы находимся. И вот впереди меня кто-то шел, я сейчас не помню, кто это шел, показывал нам дорогу или как провожатый такой был. И вот мы зашли, абсолютно темно уже все там, не помню, там фонарики были, не было. Толкает что-то, как оказалось, это была дверь, открывается дверь, и пред моим взором предстает такой длинный коридор, освещенный светом. То есть жилой дом, это был барак на несколько квартир, вот так вот. Наша квартира была справа, в самом углу, последняя. И в конце был туалет также, вот между квартирами был прямо туалет. Типа сортир. Туалет типа сортир, обозначенный на схеме буквами М и Ж. Никакого, конечно, унитаза смывать там ничего не было такого. То есть, обычного, да, сортир обычный. Заходим, там как бы, да, более-менее тепло уже так. Ветра нет, мороза такого нет. Заходим в свою квартирку, в ней было еще пока так прохладненько. Затопили печку. Это была однокомнатная маленькая квартирка в бараке. И только тогда мой мозг начал понимать, что это такое вообще. То есть, оказывается, мы будем жить не под землей, а под снегом. То есть, столько снега я никогда не видел. Полностью занесенный поселок, занесенный снегом. Да, торчали только трубы наверх. И по трубам можно было определить, где дорога идет, где вообще, куда, чья это улица. Вот такое дело. Вот мы приехали, поселились в таком месте интересном. Мы поехали в поселок Рудник. Прожили мы там, наверное, интересно было, конечно, ходить в школу. Позже я увидел, что школа, конечно, она была трехэтажной. Она была просто немножко в другом месте. Поселок был довольно-таки большой. Рядом протекает там река Воркута. Да, такой суровый край. Но, знаете, вот воркутинцы, если меня смотрят, это действительно особенный народ. И ведь туда ссылали людей в очень большом количестве. И в состав населения входило 40% бывших заключенных. Вот. Но вы знаете, у нас от этого не было больше криминала или еще что-то. То есть, да, были, конечно, в то время, как, наверное, и везде, какие-то там свои группировки пацанячьи, там, да, пацаны собирались, там дрались, там толпа на толпу, то есть там класс на класс. Такое было. Прожили мы там 1,5 года. А в 4 классе, когда я уже учился, мы получили квартиру на поселке Заполярном. Туда переехали, получили квартиру в абсолютно новом доме. Это был вообще на тот момент просто классный дом из 3 корпусов, современный, классный, чистый, благоустроенные квартиры. Мы получили 2-комнатную квартиру. Там родился уже братишка у меня. Вот. И вы знаете, там, вот на Заполярном, прошли, наверное, самые такие интересные годы. Я вспоминаю одноклассников, одноклассниц, вспоминаю, как было весело, как было здорово, как мы в тундру ходили в походы. Даже вот у нас было такое интересное занятие весной, мы ходили искать деньги. То есть, когда сходил снег,
мы ходили искать деньги. Мы находили порядком, ну тогда на советские рубли это было, ну бывало, но меньше рубля не находили. То есть вот мелочь, просто мелочь находили там. Ведь, знаете, зимой кошелек человек открыл, у него выпала мелочь в снег, все, ты ее уже не найдешь. Вот. Однажды я нашел 3 рубля, так там такое счастье было просто вообще. И на 3 рубля можно было, сейчас я вам скажу, я нашел 3 рубля. Мы с другом поехали на шахту, у нас 27-я шахта там. Поехали туда, в столовку, купили себе там обед, купили 2 обеда. Купили себе еще по пачке сигарет, тогда я уже курил. Сигареты были «Полет», по-моему, да, «Полет» был такой без фильтра. Ну и у нас еще осталось порядком денег, то есть, ну, в принципе, да, 3 рубля раньше были большие деньги. Троечок такой советский был, интересный. Заносило нас, конечно, снегом очень сильно. Однажды был такой ураган, что с нашей 5-этажки сорвало крышу, шифер, жесть, все это оторвало, балки. И крыша, ну, улетела часть крыши прямо вот. И причем это было именно над нами. И, знаете, я пришел, помню, со школы, и над нашим подъездом висит балка бетонная. Ну, вот такая вот балка, метра 3-4, может быть, длиной. На проволочке висит, прямо над нашим подъездом вот так качается. И мы с одноклассником, ну что, кто первый? Сашка Соловьев у нас учился на 1-м этаже, я на 4-м жил на 1-м этаже с моего класса, а я на 4-м жил. Вот, и ну что, кто первый? Ну, я первый забежал в подъезд. И, в общем, да, так запомнилось это событие. Потом мы ходили, у нас, знаете, когда вот сильные метели, бураны, снегу наметало много, но если дом стоит, вот 5-этажка, то прям его не заносило, как бараки. Бараки заносило полностью, а 5-этажку почему-то нет. И если 5-этажка так стоит, то, ну, несколько метров, а потом шла вот такая насыпь снежная, огромная, высокая, она до 3-го этажа доходила. Вот так вот, такая гора. И мы с этой горки потом катались. Вот эта жесть, которая была оторвана с крыши, мы ее взяли, загнули. Она была широкая, вот такая где-то, и такая метра 2-3, может быть, 2,5 длиной. И вот садились там толпой, отталкивались и ехали прям с горы с этой. Ну, такие воспоминания, да, это детские. Какие-то заброшенные шурфы, шахты, штольни всякие. Мы лазили по этим местам, факела делали себе, лазили там, смотрели, все это исследовали. Лазили по крышам каких-то заброшенных зданий, в тундре там много таких. Лазили по подвалам. Все это интересно было, такое интересное у меня было детство. Не просто городского такого пацана, знаете, а именно вот Воркута, это все-таки была такая пословица: Воркута, чудная планета. 9 месяцев зима, остальное лето. Вот, конечно, да, когда лето там наступает, лето оно коротенькое, много комаров, мошки. Мы ходили за грибами, собирали морожку, ягоду, собирали голубику, бруснику. В общем-то, приятно вспомнить, приятно, я вам скажу. Да, суровый край. Я не хотел бы как бы жить сейчас там в том плане, что это холодно, это долгая зима и много снега, нехватка витаминов, высокие цены. Ну, потому что у нас был 3-й пояс. Если вы, кто в СССР родился, вы помните, 1-й пояс был, 2-й, 3-й. У нас был 3-й пояс, то есть самые высокие цены на ту же, скажем, сгущенку. Хотя в то время продукты там имелись все. Так, котики, вы своей любовью занимаетесь там в стороночке, давайте. Ну, наверное, знаете, тоже Воркута, она как-то повлияла на мое формирование, потому что как раз вот с 10 до 17 лет я там прожил. Самый такой возраст интересный, когда ты формируешься. Да, были у нас какие-то, я говорю, как я уже сказал, там были какие-то банды, как мы их называли, да, там, то есть были 2 качалки, люди, пацаны ходили качаться, скажем, там, да, и одни себя называли там одним названием, толпа это, другая другим названием, да, и как бы они между собой немножечко так
в открытом конфликте не были, но были такие как бы натянутые отношения у них. И вообще было тогда, в то время было, конечно, если ты не состоишь в какой-то группировке, кстати, в Казани то же самое было раньше, кто у нас, ребята, вот у нас татаров много было, кто в Казань ездил, говорит, ну там та же самая система, то есть если ты тогда не состоял в какой-то группировке, в какой-то вот там толпе, то тебе было тяжело выживать. Но я слышал, что в Казани это было намного тяжелее и сложнее. У нас так не было, как бы мы дружили, вот там 3-4 нас было. Вот, ну, в общем-то, да, отучился я в 1 класс в Караганде. Караганда моя столица, а там Ишак поет, как птица. Есть такая песня. И потом меня отвезли к бабушке с дедушкой. Я там пробыл 1,5 года. Учился 2 и 3 класс. 3 до ноября где-то. Потом уехали в Воркуту. В Воркуте прожили 7 лет. После Воркуты родственники наши нас позвали в Казахстан назад. Ну, говорят, что вы там сидите, как бы витаминов нет, холодрыга, приезжайте к нам. И мы приехали. А когда нас позвали, мы еще с другом решили съездить в Латвию. Это еще советская Латвия была. Мы поехали с ним в город Карсово. Он находится в Латгалии. Это приграничная с Россией часть Латвии. Если не ошибаюсь, когда-то была Псковской областью. И вот, когда мы были там, Даугавпилс, вот эти города там, ну, интересно, Резекне рядом. Там я был в этих окрестностях. Если кто меня оттуда смотрит, всем большой привет. Очень красивые места. Когда я там был, меня очень удивила культура людей. И если мы приехали с Воркуты, скажем, такие, как бы, ну, у нас было принято так немножко дерзко разговаривать у пацанов друг с другом, то на нас смотрели ребята, которые живут в Латвии, жили в Латвии. Они говорили, что вы ругаетесь все время? То есть им казалось, что мы ругаемся. А мы просто как бы с другом так, общались так, чтобы как бы... Ну, это такой выпендрёж был вообще, он, конечно, пустой и ненужный. Но это просто разница менталитетов, да? Один Советский Союз, и разница какая была. Вот, и когда я был там, это был 91 год, это был месяц август, случился путч, как вы знаете. Да, там по Риге ездили ОМОНовцы, комендантский час. Пацаны дурачились, конечно, ходили, им же все это было по приколу, ходили вечером все-таки испытать судьбу, гуляли по Риге, в них стреляли, они потом рассказывали с таким восхищением, вау, аж кусты скосило, с калаша прям стреляли и скашивали кусты. Вот. Ну и как бы вот в это время я попал. Потом я приехал коротко в Воркуту. Да, в Воркуте я пробыл буквально, наверное, дня 3-4. А уже был билет. Мама уже купила билет мне с братишкой. И мы улетели в Джамбул. Сейчас это город Тарас. К родственникам. Там мы прожили 4 года. И уехали в Германию. Если кто из Тараза, кто из Джамбула, мне как-то Джамбул более привычно, что ли. Всем большой салам. Тоже приятные воспоминания, как мы ходили на виноградник, как мы варили шурпу, как мы ходили на Талас, на речку. Интересно, тоже хорошие люди, воспоминания хороших людей запомнил. Тоже, кстати, вот в моем таком, скажем, формировании характера тоже многое важное я почерпнул именно там. Такие вещи, как держать свое слово, отвечать за свои слова. До сих пор для меня это очень-очень важно. Очень важно, и я очень критично к этому отношусь. То есть мужчина для меня ассоциируется с человеком, который может держать, должен, обязан держать свое слово. Сказал, сделай. Вот, как бы, да, такие, не только это, вообще разные вещи, да.
Вот. Ну, в общем-то, друзья, после Джамбула 4 года мы там прожили. Родственники уехали через 9 месяцев. Мы к ним приехали, они через 9 месяцев вызов получили, уехали в Германию. Вот. А мы прожили там, в их доме. Потом этот дом продали, переехали в город. В общем-то, 90-е годы начались, развал. И русские все уезжали, немцы уезжали. Кто в Америку, кто в Германию. В общем-то, было непросто в то время, как материально, так и были какие-то, знаете, в то время, когда отсоединились все республики, какая-то появилась у всех национальная какая-то идея, и это часто неправильно понималось людьми недалекими. Я думаю, что я очень точно сейчас высказался. Потому что национальная идея – это хорошо, но нужно всегда дружно жить в мире. Знаете почему? Потому что вот с простыми людьми, когда мы общаемся, да, вот мы просто вот того советского воспитания, мы люди дружные, мы понимаем. Я просто вот смотрел на днях, мне какой-то канал попался, я смотрел ролик, там человек уток коптил, кстати, вот я смотрел. И вот он просто говорит: салам всем. И я просто вижу, это чисто советский человек с советским менталитетом, хотя он какой-то, ну он не русский, скажем так, он какой-то другой национальности, но я вижу, он просто свой. И прям вот охота было бы с ним просто пообщаться даже, потому что вот все, вот это вообще. Я вам хочу сказать, что менталитет Средней Азии, он отличается от менталитета России. Там больше гостеприимности, там больше понятия о дружбе, больше ответственности за свои слова, больше вот какой-то теплоты, что ли. Ну, потому что азиаты, они другие. Они азиаты другие. Тут ничего с этого, просто тут никому не в укор, как говорится, нет. Но знаете, чем хороша сегодня Россия? Тем, что те же самые азиаты, ну вот наши, да, переселенцы приехали и обогатили Россию. Сейчас вот приезжают наши русские немцы. Вы знаете, что это уже немножечко другие люди. Те, которые уехали когда-то из Казахстана, например, или из Киргизии, они уезжали с одним менталитетом. Прожив в Германии, скажем, сегодня 30 лет, они набрались опыта какого-то, да, они научились пунктуальности. Это очень всех задевает, кто приезжает. Ну почему? Мы же договорились на 2 часа. Почему человек приехал там в 3 часа или без 10:03? Я говорю, привыкай, это нормально. То есть мы уже привыкли, нам уже нормально. То есть, вот так. Могут вообще не приехать. Мы гостей ждали, просто не приехали и не написали. Может быть и такое. Мы сами сели, манты слопали, да и все. Вот, то есть, к этому привыкнуть надо. Во всем есть что-то хорошее, во всем нужно находить что-то хорошее. Нельзя так думать, что где-то вот прям рай. Рая нет на земле ни в одной стране. И у нас свои проблемы есть, да, друзья. Есть в Германии проблемы. Есть. Кто-то пишет мне, что, говорят, в Германии себя нашел, живу, счастливый, 30 лет, все удалось, все прекрасно, все замечательно. Но никто же не спорит. Это же, а кто же спорит? Или кто противоречит этому? Или кто переубеждает, что нет, тебе плохо? Да никто ничего не говорит. Я просто рассказываю о своей жизни. Мне не понравилось. Если пытаются написать так, что типа не нашли себя, не знаю, звучит как-то унизительно. Как это не нашли себя? Мне, например, просто это, не мое, и все. Я себя и не искал там. Зачем мне себя искать? Я это я. Я приехал в эту страну, я вижу все чужое. Оно не мое. Просто не мое. И все, я захотел уехать в Россию. Вот. Когда я жил в Казахстане, вы знаете, вот 90-е годы, я вот слушаю, читаю, вернее, иногда комментарии, смотрел некоторые ролики тоже, которые рассказывают о том, как было тяжело в России. И я так понимаю, что было намного тяжелее, наверное, чем
в Казахстане, а может быть просто это в основном рассказы городских людей, у которых не было своего хозяйства. Почему? Потому что все-таки, когда ты живешь на земле, ты можешь от нее питаться. Земля всегда кормит. И у нас тоже была река. В реке ловили рыбу. Зарплату мне платили. Она была так нормальная, как бы такая. Вот. Я зарабатывал. Братишка, мама, отчим. Мы жили все вместе. Выращивали в огороде все, что возможно вырастить. В принципе, держали уток, курочек, яички были домашние. Вот. Если нужно было сало, то сало можно было всегда поменять, скажем, там у кого-то на что-то. То есть, конечно, холодильник откроешь, он в принципе всегда был пустой. Но у нас, я помню, мама варила, допустим, борщ. Кошаки бегают кругом, эти женихи разбегались. Мама варила борщ, такую большую кастрюлю на нашу семью. Выносили его на улицу. За ночь он замерзал. И утром, чтобы разогреть, мы прям откалывали кусками. Вот это вот заносили, разогревали. Ну, в принципе, да, у нас была прям бочка такая вот высокая, большая, с нержавейки. В ней солили помидоры. Ну, не было у нас там колбасы, каких-то сникерсов, каких-то, не знаю, там, помазолик, каких-то излишеств. Ну, вообще ничего не было. Каких излишеств? Вообще ничего не было. Просто вот картошка есть, сало есть, супу сварили, борща там наварили. Вот и все. Все прекрасно. Лето приходит, у нас прекрасные были яблони, у нас было много фруктов, персики, вот такие персики были, знаете как, ой, вообще в конце огорода рос клевер, красивый такой сочный клевер. И среди этого кусочка огорода стояло большое-большое дерево персика. И когда сидишь, тишина такая, и слышишь, тук, упал персик. Идешь и смотришь, в этом клевере лежит персик. Вот так он падает, вот так надламывается чуть-чуть. И ты просто берешь этот аромат, этот сок. Это просто не пересказать. Ой. Это просто, это очень вкусно. И что хотел сказать? Ну, то есть, как бы, да, было тяжело и опасно даже. Но так тяжело, как в России, у нас, наверное, не было. Я вот говорю, это про себя говорю, про нашу семью. Но мы жили в селе, и у нас как-то вот была еда. Все равно мы не то, что там выкручивались, но кушать было, скажем так. Было кушать, все. Особо денег тоже не было. Но как-то крутились, как-то это было даже, сейчас вспоминаешь, даже в чем-то интересно, может быть, было. Хотя было сложно, да. Но, опять же, вот, скажем, даже городским нашим ребятам им было намного сложнее. Я работал, когда уже уволился с первого места работы, сократили меня там. Я устроился на завод. Завод в тот момент находился в плачевном состоянии. Из 250 человек осталось 12. Всех посокращали, все позакрывали. Станки продавал директор. Директор был грек. Он все продавал, чтобы уехать в Грецию. У него было 2 машины. Иномарка была какая-то, Вольво, по-моему, и Волга была. Зарплату нам не отдавали. Они ее прогуливали, они ее пропивали. Нас держали за дураков. Ну, такое было, да. И как бы... На этом заводе я проработал 6 месяцев. Вообще не знаю, зачем работал, потому что зарплату вообще не платили. Нас было 3. 3 сварщиков. Володя, Олег и я. И знаете, конечно, мы тормозки носили с собой из дома. То есть кто-то носил, ну просто борща, там мама сварит. Я вот брал литровую банку борща. У нас была печка такая, буржуйка, которая еле-еле тлела. Форсунка стояла, там тяга вообще плохая была. И, в общем-то, один раз даже жахнул этот газ, у меня загорелись волосы на голове, обгорели, лицо обгорело, все. Это было вообще. Вот. Ну и, в общем, еле-еле горела эта буржуечка, еле тепленькая была. И вот поставишь с утра, придешь, поставишь эту чашку разогреваться, и вот к обеду она, ну, более-менее теплая такая.
А в каморку зайдешь в эту, ну, как бы в коптерку, и там как бы, ну, не особо тепло, как бы. А в зале было холодно в цеху было холодно, это просто капец, просто полный капец. Причем я работал на такой площадке чугунная площадка, метр толщиной и, наверное, где-то вот 6 на 5, 5 на 5, такого вот размера. И мы ногами там, да, я себе почки застудил там, это было вообще капец. Ай, да, было тяжело, но и работаешь в надежде, что шеф говорит, да, вот сейчас вот эту фуру сделайте, вот нужно там сделать ему там, обварить, там сделать. Мы варили такие каркасы, чтобы на них уже тент натягивали, и чтобы фура была как бы, ну, то есть многие занимались коммерчеством, а мы такие правильные, еще по советским этим, еще на заводе где-то там что-то пытались, там, это все ерунда полная была. Вот. Ну и, в общем-то, о чем хотел рассказать. Да, вот у нас был Володя и был Олег. Если Володя как-то держался, семья у него была, Олег был разведенный, ему было тяжелее, он, просто не платили, просто нет денег, и деваться некуда. А он был такой вообще классный мужик. Он был... Не знаю, он был хороший. Вот просто во всех отношениях хороший человек. Красиво играл на гитаре, вообще классный такой. И однажды он не выдержал, он напился и перерезал себе вены, потому что не мог так больше жить. Мама у него была, ну, почти слепая, и она зовет его Олег, а он в туалете лежит, в общем, все. То есть, ну, умер, все. Я уже в Германию уехал, он так и жизнь покончил самоубийством. Были такие случаи, были тяжелые, был бандитизм, все это было, были 90-е, но почему-то мне кажется, что немножко у нас было чуть полегче в Казахстане, чем в России. Почему-то мне так показалось. Вот смотря передачи, слушая про все, что здесь творилось, как бы, да, еще и плюс война в Чечне, плюс эти взрывы домов, это же все равно тяжелее, наверное, было во многом. Вот. В общем-то, уехали в Германию. Это уже, наверное, на отдельную историю тянет. Ну, не знаю, стоит это рассказывать. Нет, как уехал я, как меня депортировали назад, как я потом опять поехал. Но это, наверное, отдельная история. Если вам интересно, я вам это расскажу. В общем, приехал я в итоге на второй раз. Остался в Германии. Как-то с первого раза, вот я говорю, меня депортировали, первая любовь у меня сразу не получилась в Германии, сразу же, она мне не зашла, просто, я не знаю почему. Вот. Но потом пошел учить язык, как-то все это. Сначала, знаете, я думал о немцах, я был такого очень хорошего мнения. Потом, работая со многими, я понял, что далеко не все хорошие, и наш менталитет, скажем, вот со Средней Азии, он совсем сильно отличался. То есть такие вещи, как, ну, закладывать, кого-то заложить, там, кого-то сдать, это просто, ну, это было невозможно. Это, ну, такое никто бы не пошел. А здесь это было нормально, и вот это все как-то, я не знаю, я понял одно, когда приехал туда, нужно что-то в себе самом сломать, и тогда ты станешь, тебе станет легче. Но я не ломал в себе то, что было для меня ценно, что было для меня дорого, я оставался самим собой. И прожив там, как вы знаете, сколько, ну там мы переезжали тоже, мы там в одном городе жили, потом в другой, потом в третий, потому что искали работу, все. Потом с Катей познакомился, ну остальное вы, наверное, уже знаете. Ну все, друзья, спасибо вам большое. Такой вот спонтанный ролик, просто спонтанный. Я вообще собрался там поработать нужно. Вот сейчас сел, с вами поговорил. Возможно, получится 2 части. Вы слышите грохот, где-то у нас ПВО работает. Вот, тут и птички чирикают, тут и грохот. Спасибо, друзья, что вы с нами. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь, мы там обсуждаем различные темы.
которые не обсуждаются здесь на Ютубе, не обсуждаются на Дзене. Все ролики скоро будут выходить сначала на Дзене и только через пару дней будут выходить на Ютубе. Спасибо, что вы с нами. Всем прекрасного весеннего настроения. Храни вас Бог. Мирного неба. Пока-пока.